Для работы нам понадобится шнур. У меня это карамель Baby. Так, цвет Майами. Смотрите, шнурок, толщина которого 2 миллиметра. В одном моточке 200 метров. Для нашей сумочки нам понадобится 1,5 моточка. 1,5 моточек. Вязать буду крючком номер 3. И еще пришивная кнопочка. Вот такая вот нам понадобится. К синему цвету лучше подходит серебристый цвет. Так, донышко нашей сумки Магнолия это всегда квадрат мотив. То есть изначально вяжем квадрат. Я сейчас покажу, как я его вяжу и как незаметно перехожу на новые ряды. Делаем волшебное кольцо. Воздушная петелька. Еще раз сюда ныряем. Провязали столбик без накида и 1 воздушная петля. Вот это искусственный столбик с одним накидом. 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. Это мы уже сформировали угол и провязываем одну сторону. 2. Третий столбик с одним накидом. Немножко подтянули. Следующий уголок 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. 2, 3. Итак, 3 стороны готово. 2 воздушные петли. А с этой стороны нам остается довязать 2 столбика с одним накидом. Потому что первый мы связали в самом начале вязания. Довязываем 2 столбика с одним накидом. Стягиваем хорошо наше кольцо. И смотрите, как мы соединяем. Так, вот это наш искусственный столбик с одним накидом, да? Вот, когда мы, вот его вершина, то есть, а вот 2 воздушные петельки. Вот в эту вершину заводим крючок и соединительной петелькой закрыли ряд. Смотрите, все столбики у нас одинаковые. Вытянули эту петельку, теперь переходим на второй ряд. Вытягиваем ее. Вот она здесь с этой стороны. И вот так вот крючок. Ныряем. 2 петли на крючке. Провязали 1 раз. И еще воздушная петля. Вот это наш искусственный столбик с одним накидом. Опять же формируем частично уголок. 2 воздушные петли. И 2 столбика с одним накидом. Так, вот эти наши, как бы сказать, треугольнички, части нашего мотива, они будут формироваться частично из филейной сетки и просто столбиков с одним накидом. Да, вот мы уже здесь начинаем формировать филейную сетку. Провязываем воздушную петлю, делаем накид и не сюда ныряем, а под второй столбик предыдущего ряда. 1. А здесь провязываем просто столбик с одним накидом. Так, снова в уголках мы провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Снова по каждой стороне у нас формируется сетка. Сделали воздушную петельку, накид. Вот эту петлю пропускаем, под следующую ныряем. Далее столбик с одним накидом. Воздушная петелька, накид. Эту петельку пропустили. Под следующую провязываем столбик с одним накидом. И еще 1 столбик. Две воздушные петли.
Сейчас скоро дойдем до закрытия второго ряда. Еще раз покажу, как переходить на новый ряд. Так, воздушная петелька. Эту петлю пропускаем, в следующую идем. Угу. И в этом уголочке мы, получается, провязали один столбик с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика. То есть нам остается довязать еще в начале один столбик с накидом. И мы закроем этот ряд. Так, провязали. И вот в эту петельку, чтобы между столбиками еще было 2 воздушные петли с соединительной петлей. Смотрите, все ряды одинаковые. Да, нету нигде вместо столбика с одним накидом 3 воздушных петель, что как бы выделяется ни с изнаночной стороны, ни с лицевой стороны. Вот эту петельку вытянули. Это мы уже идем вязать третий ряд. Так, мы ее вот так вот уводим назад. Еще раз ныряем, достаем шнур и провязываем 2 петли вместе. И 1 воздушная петля. Все, мы сформировали новый искусственный столбик. 2 воздушные петельки. Раз, 2. Уголочек. Снова у нас формируется филейная сетка, воздушная петля. То есть она у нас в 1/4 этого мотива с правой стороны всегда. И с каждым рядочком на одно отверстие будет становиться больше. Накид. Первую мы, как всегда, пропускаем, ныряем под второй столбик. Но теперь у нас уже будет, ну, если считать вот с этим отверстием, 1, 2, 3. Опять воздушная петля и столбик. То есть вы уже видите, что здесь появляются дырочки. Ну, будем считать, что 3. То есть здесь было 1, 2, здесь 1, 2, 3. Уголки не считаем. Так, а левая часть так нашего треугольничка 1/4 квадрата, да, мы здесь просто провязываем столбики с одним накидом. Провязали. И в уголках, как обычно, 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Еще раз покажу, как снова с правой стороны формируется филейная сетка. Провязав уголки, воздушная петля. Первый столбик под первый мы ничего не провязываем. Под второй провязываем столбик с одним накидом. Воздушная петля. Здесь уже видно, что была воздушная петля между ними. Столбик с одним накидом. И остальные 1, 2, 3 столбика. В уголках, как обычно, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. Вяжем до конца третий ряд. Довязываем до конца наш третий ряд. Остается провязать еще по этой стороне столбик с одним накидом и завершить наш уголочек. И завершить наш уголочек, провязав еще один столбик с накидом в уголочке. Угу. Так, заводим сюда крючок, так, чтобы еще вот у нас здесь посерединке было 2 воздушные петли. Соединительной петелькой закрыли ряд. Все, никаких переходов у нас не видно. Вытягиваем эту петлю. И переходим на новый ряд. Вяжем новый уголок, искусственный столбик, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. И снова с правой стороны наша филейная сетка с каждым разом будет увеличиваться на одну клеточку, скажем так. Считаем здесь 2 клеточки, 1, 2, 3, сейчас будет 4. Ну, то есть вот эта у нас она такая более мелкая. Так, воздушная петелька, накид, и не под первый столбик, а под второй сразу. А тут уже видно, да, у нас разделение: воздушная петля,
провязали, воздушная петля, накид, провязали. Вот, считаем, раз, два, три. Ну, четвертый у нас всегда в уголочке, вот он такой вот, получается, он немножко меньше, он без воздушной петельки. Но вот здесь уже конкретно вырисовывается линия, от которой в другую сторону идут столбики с одним накидом, которые в каждом рядочке увеличиваются на 2. Вот смотрите, здесь было их 4, здесь их 6, а мы сейчас свяжем раз, два, три, 4, 5, 6 и уголок 8. То есть можно даже считать. Тут одна клеточка будет увеличиваться на 1, да, а здесь столбики с накидом будут увеличиваться на 2. И так мы продолжаем вязать каждый ряд. Для своего донышка я свяжу 10 рядов. Суть вам, как вязать такой мотив квадрат, я объяснила. Вяжем далее самостоятельно. Итак, я связала 10 рядов. У меня получился вот такой вот мотив, такой квадрат. Длина одной стороны 23 сантиметра. Для размера донышка этого вполне достаточно. Так, теперь берем маркеры и будем делать разметку. В следующем ряду мы начинаем формировать нашу сумку. Смотрите. Вот здесь, где переход от филейного вязания к просто столбикам с одним накидом, ставим маркеры по всем сторонам. Все 4 стороны мы поставили маркеры. И я сейчас покажу, как мы будем формировать нашу сумочку. Так. Переходим на новый 11 ряд. Формируем первую петельку, 2 воздушные петли. И в уголках, как обычно, мы делаем 2 столбика с одним накидом. Дальше пока вяжем все по узору. Пока не дойдем к нашему маркеру. Так, смотрите, дошли до нашего маркера, да. Делаем воздушную петельку, накид и провязываем. Сюда сделали столбик с одним накидом, но провязываем один раз, 2 петельки на крючке. Далее считаем вот эти петли, 1, 2, 3. Под третью косичку опять же делаем накид, 1, 2, 3. Под третью косичку заводим крючок и опять только один раз провязали, 3 петли на крючке, провязываем все вместе. Вот таким образом мы формируем уже бока нашей сумочки. Вяжем далее до следующего маркера, еще раз покажу, что делать. А далее все провязываем так, как мы обычно вязали. Итак, дошли мы до второго маркера. Здесь маркер могу снять. Без маркера покажу. Делаем воздушную петельку, накид. Вот под эту косичку, да, там, где у нас еще филейная сетка идет, один раз провязали, накид. И считаем уже вот эти наши цельные столбики, которые без воздушных петель. 1, 2, 3. Под третью. 2 петельки провязываем, 3 петли вместе и провязали их вместе. Маркер себе можете ставить, чтобы формировать, как бы, где у нас здесь идет сужение. Все, а далее все, как мы обычно вязали наш этот мотив. Здесь провязываем просто столбики с накидом, в углу 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. По этим сторонам делаем то же самое, как я вам показала. Так, это у нас идет 11 ряд. Провязываем его до конца самостоятельно. Так, довязываем 11 ряд или первый ряд вывязывания наших боковинок.
Закрыли наш 11 ряд. Переходим к вязанию 12. Так, набираем петельки, столбики, которые в углу. Далее вяжем тоже так же, как я вам и рассказывала, до наших этих маркеров. И 12 и последующие ряды мы будем вязать так, как я вам сейчас покажу в этом ряду. Итак, дошли до маркера. Смотрите, вот в этом месте у нас было 2 столбика объединенных вместе. Да, теперь что мы делаем? Сделали воздушную петельку и вот сюда провязываем столбик с одним накидом. Провязали один раз, 2 петельки на крючке, накид и считаем. Вот это место соединения двух столбиков. 1, 2, 3. 2 вместе. Провязали. Покажу сейчас еще раз. И все то же самое проделываем на всех оставшихся сторонах и в последующих рядах. То есть мы таким образом формируем все ряды, высоту нашей сумки. Какая высота будет вашей сумки, ну, то есть вы сами будете смотреть. Я уже, когда свяжу необходимое количество рядов, я все померяю и скажу, сколько у меня получилось. Еще раз показываю. Накид. Вот этот столбик. Провязали один раз. Далее накид. Вот это место соединения двух рядов предыдущего ряда. 1, 2, 3. Мы по третью косичку. Один раз провязали. 3 петли на крючке. Провязываем все вместе. Все. И таким же образом вяжем все последующие ряды. Вяжите самостоятельно. Итак, провязала я всего 27 рядов. Это я считаю, начиная с самого первого ряда. То есть 10 рядов у меня ушло на донышко и 17 рядов на стенки. Для меня этого вполне достаточно. В последнем 27 ряду вот это расстояние делала не 2 воздушные петли, а 3, для того, чтобы удобнее закреплять ручки для этой сумочки. И сейчас с вами провяжем 28 ряд. Так, закрываем наш 27 и просто соединительной строчкой пройдемся, чтобы закрепить края. Делаем воздушную петлю и соединительным полустолбиком по всему периметру. Вот здесь, где воздушные петельки, вот так вот просто провязываем. Далее идем под косичку и целый ряд. Просто под косичку соединительными столбиками, да. Таким образом будет красивая окантовочка краев сумки и более плотный край. Довязываем до конца весь 28 ряд. Покажу, как закрыть. Итак, довязываем 28 ряд. Соединительная петелька. Шнур наш обрезаем. Вытягиваем. И делаем последнюю петельку. Чтобы она выглядела точно так же, как и все остальные наши петельки. Все, хвостик далее прячем. Так, сумочка готова. Остается только прикрепить к ней ручки и связать. Итак, моя сумочка полностью готова. Результатом я довольна, мне все нравится. Смотрите, как вязать такие ручки. У меня есть отдельное видео, да, в котором я рассказываю, как я вязала такие двухцветные ручки. Ручки, в принципе, вы можете связать другие. Вообще на сайте есть целый плейлист по вязанию ручек для такой сумочки. То есть здесь уже ваша фантазия. Если вам нравится такой же двуцветный вариант, как у меня,
то ссылочку на видео оставлю в описании под данным роликом. Вот такая вот получилась красивая сумочка Магнолия. Вяжется, в принципе, быстро. Сюда понадобилось 1,5 моточка вот такой вот пряжи Caramel Baby, которую можно заказать по моему промокоду. Все оставлю в описании под данным роликом. Итак, если вам понравился мой видеоурок по вязанию такой вот сумочки Магнолии, один из вариантов Магнолии, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!